8 октября этого года, чуть более месяца назад, Государственная Дума приняла законопроект о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как не являющийся более необходимым для цели обороны, обращения с ним и сотрудничества в этой области. Вот такое скупое информационное сообщение. Скупое настолько, что мало кто у нас обратил на него внимание. Но вот лично мне кажется, что это одно из самых важных решений нашего парламента и президента, принятых не только в этом году, но и в этом десятилетии. К огромному сожалению, в последние несколько лет отношение к ядерному оружию, к угрозе его применения становится все более снисходительным. Вот уже мы сейчас по ним как бахнем, всех разом и победим. Внезапно стали видеть принципиальное отличие между тактическим и стратегическим ядерным оружием. Внезапно привыкли небрежно относиться к угрозе взаимного полного уничтожения с попутной жертвой в виде планеты Земля как таковой. Слова «в ядерной войне не будет победителей» проскальзывают мимо сознания. То ли мы все до единого стали фаталистами, то ли перестали помнить о том, что из себя реально представляет ядерное оружие. Боезаряд мощностью 100 тысяч тонн тротила. Подумаешь, мелочь какая. Ёрш вашу медь, господа зрители и слушатели. Пару кило тротила запросто складывают подъезд пятиэтажки. А мы даже не пытаемся себе представить, что такое одновременный взрыв мощнее в несколько тысяч раз. И это не только мы внезапно потеряли память, к огромному сожалению. Люди, будьте бдительны, не мной сказано. Но я отказываюсь понимать, почему в поясах вокруг двух наших столиц сосредоточено более 30 миллионов населения России. Запамятовали про поражающие факторы ядерного взрыва? Так припомните. А пока будете напрягать память, оглянитесь вокруг себя. Вдруг в шаговой доступности увидите надежное бомбоубежище. Не увидели? Вот и я так же. Станция метро в наличии. В Питере так еще и достаточно глубокие. Вот только как там с фильтрацией воздуха, с запасами воды и медикаментов? Прошлый век прошел, бояться не надо? Точно? В соглашении об утилизации плутония Россия и Штаты обязались утилизировать по 30 тысяч килограмм оружейного плутония. Пробовали посчитать, что это количество означает? Даже несовершенный боезаряд плутония в августе 1945 года над Нагасаки выдал на гора взрыв в 20 тысяч тонн тротила. А это, повторяю, было всего 6 килограммов оружейного плутония. Весьма скромные военные физики-ядерщики в наше время за условную единицу боезаряда берут 5 килограмм плутония. То есть 34 тысячи килограмм – это 6800 потенциальных Нагасаки. В тротиловом эквиваленте 13,6 миллиона тонн, как со стороны России, так и со стороны США. Раз оружейный плутоний теперь не будут утилизировать, то при производстве плутониевых бомб Россия и Штаты получили возможность обрушить друг на друга 27 миллионов тонн тротила. И это самая скромная оценка, поскольку использование оружейного плутония в качестве запала не атомных, а термоядерных боеприпасов это число увеличивает в несколько раз. Мы точно не желаем задуматься об этом. ПВО, ПРО и прочие варианты защиты от ливня ядерных боезарядов какие результаты дадут, простите? Взрывы прогремят не над нашими головами, а на несколько километров выше. И что, нам после этого будет хорошо, а местами даже отлично, что ли? Даже если мы и американцы исхитримся сбить все до одной ракеты, бомбы, торпеды, радиоактивное заражение планеты гарантировано. И из бомбоубежищ на поверхность нам только из-за стронция безопасно удастся выбраться лет так через 100 в лучшем случае. Окажутся взрывы наземными, тогда здравствуйте, миллиарды тонн радиоактивной пыли и падение температуры градусов на 20-30. На радость всем борцунам с глобальным потеплением. Углекислый газ вместе с коварным фреоном угрожать уже не будут. В раз наступит полная декарбонизация энергетики, за неимением таковой. Дизеля и прочего бензина для вожделенной всей зеленой Европой распределенной генерации в бомбоубежищах насколько хватит? Кто-нибудь задумывался? По большому секрету, солнечные ветряные электростанции тоже не помогут. По елику их просто не станет. И это я все не к тому, что нужно отказаться от ядерного оружия, а к тому, что нужно отчетливо понимать, что нас ждет в случае его массового применения. Не забывать об этих последствиях, а прикидывать, рассчитывать, насколько нас с вами в условиях подземной жизни хватит. Верующим, возможно, проще. Они конечную точку, со слов Владимира Путина, точно знают. Вот только я на всякий случай напомню, что до попадания в рай сколько-то лет придется прожить в условиях, которые к раю точно никакого отношения не имеют. Темно, холодно, жрать и пить почти нечего, а после того, как вырубится система фильтрации воздуха, дышать будет можно, но не сильно долго. Избавлены от такой перспективы будут только те, кто окажется поближе к эпицентру взрывов, поскольку там максимальные шансы превратиться в тень на уцелевшей бетонной стене. Даже боли не почувствуешь, поскольку нервы у нас с вами срабатывают медленнее, чем детонирует боезаряд.
В соответствующих документах, описывающих световое излучение ядерного взрыва, имеется вот такое сухое описание характеристик ожогов тела человека, оказавшегося в непосредственной близости от эпицентра. Полное омертвление, в скобочках, обугливание кожи, мышц, сухожилий и костей. Правда, точного ответа на вопрос «это больно или нет?» получить не удается, спрашивать не у кого. Впрочем, о поражающих факторах ядерного взрыва рассказывать можно долго, поскольку они зависят от его мощности, высоты подрыва, рельефа местности, направления ветра, влажности воздуха и так далее. Если только про световое излучение, то оно достаточно быстро перестает быть ужасным. Уже через 1 секунду после взрыва его температура падает с 8000 градусов до 5000 градусов. Еще через секунду становится чуть ли не прохладно, 1000 градусов и меньше. Для тех, кому эта тема действительно интересна, настоятельно рекомендую изучить вышедшую еще в 1957 году книгу французского специалиста Камиля Ружерона «Использование энергии термоядерного взрыва». Прекрасно звучит аннотация ее перевода на русский язык. В книге рассматриваются вопросы использования термоядерных взрывов в военных целях, излагается история возникновения и развития термоядерного оружия и его поражающие факторы. Автор считает, что применение термоядерного оружия в будущей войне является неизбежным и необходимым. Прекрасное изложение, рассматриваются многие интересные вопросы. Вот для примера размышления Ружерона о световом излучении, раз уж я его коснулся. Чтобы добиться максимального зажигательного действия светового излучения при термоядерном взрыве, необходимо значительно увеличить высоту взрыва. Именно так решается вопрос эффективности использования термоядерных бомб с тротиловым эквивалентом до 60 миллионов тонн. До сих пор при оценке поражающего воздействия взорванной над Нью-Йорком термоядерной бомбы исходили только из площади разрушения от ударной волны, производимых в радиусе порядка 20 километров. Но не учитывали зажигательного действия светового излучения, которое может появляться в радиусе до 100 километров. При взрыве бомбы с тротиловым эквивалентом в 500 тысяч тонн на высоте 8-10 километров воздействие светового излучения будет настолько мощным, что в большинстве случаев такой взрыв уничтожит любую столицу с пригородами. Другим способом увеличить поражающее действие светового излучения является осуществление одновременного взрыва таких или еще более мощных бомб. Нужно уметь сделать выбор и отказаться от расчета воздействия только ударной волны, производящей разрушение в радиусе всего 40-50 километров, когда вместо этого можно обеспечить воздействие светового излучения в радиусе несколько сот километров. Это месье Ружерон просто прикидывал, как именно будет выглядеть термоядерная бомбардировка Штатов в случае атаки Советского Союза, доказывая, что световое излучение будет разрушать не отдельные дома, а целые кварталы мегаполиса или небольшие пригороды целиком. Занимательное чтиво. Поищите в электронной библиотеке Росатома, получите огромное эстетическое удовольствие. Вы не являетесь законченными циниками? Тогда лучше не читать. Решайте сами. Но самое главное то, что нам с вами, нашей России, без этого ядерного оружия никак. Эта ситуация сложилась 50 лет назад. Паритет по ядерным вооружениям с США Советский Союз достиг только в 70-е годы прошлого века. Только тогда обитателям заокеанской державы и странам НАТО стало окончательно понятно – сдохнем все. Никаких вариантов выжить в наличии нет. В последнее время в СМИ много разговоров о сохранении традиций, традиционных ценностей, и что касается России, я вот только за. Но при этом нельзя забывать и о том, что у Запада тоже имеются традиции, традиционные ценности и традиционный образ мышления. 5 веков безнаказанного грабежа колоний, в которые были превращены десятки, если не сотни государств на всех континентах, не могли пройти мимо сознания привычек миллионов обывателей Европы. Для них такое восприятие окружающей действительности совершенно естественно. С ним жили многие поколения их предков. Достойные военные соперники только в непосредственной близости, в самой развитой части планеты, в Европе. А все прочие – это примитивные дикари, которых следует приучать к беспрекословному повиновению силы и оружия, и, если того требует обстановка, массового уничтожения одних народов в назидание другим. Эту инерцию мышления выколотить пока так и не получается. Приключился на просторах России некто Наполеон Бонапарт. Объединенное им европейское воинство прибыло, огребло, покушало промерзшей конины и убралось восвояси. В нашем сопровождении, конечно, поскольку мы ведь гостеприимные хозяева. Очнулись от нокаута, выяснили, что русские войска в ответ никакие города не сжигали, в полон не уводили, данью не облагали, провинциями не вырезали. Ну, никакой цивилизованности, типичное русское варварство.
16 государств-интервентов времен нашей страшной гражданской войны. И опять отворот-поворот. В этот раз даже до дома мы их провожать не стали. Европейцы этому настолько удивились, что почти тут же, в июне 41-го, снова всей ватагой рванули в самую жестокую атаку. И снова тот же результат. Опять прикладом по зубам и штуком в пузо. И снова ни тотального уничтожения стран-агрессоров, ни дани, ни сожженных городов и весей, кроме как по военной необходимости. Но условный рефлекс уже появился. Туда не ходи, больно будет. А появление сначала атомного, а потом и термоядерного оружия вместе со средствами его доставки, этот рефлекс закрепило уже более основательно. Даже если Россия, не так важно, как именно она именуется в тот или иной исторический период, империя или СССР, получит огромный урон, ее ответ будет сокрушительным, а жалости может уже и не быть. Создание в Советском Союзе ядерного, а затем и термоядерного оружия, стремительное развитие ракетной программы сопровождались не только словами советских политиков, но и совершенно конкретной, наглядной демонстрацией того, что это оружие в наличии, что оно совершенствуется, что все более надежными, все более точными являются средства его доставки. Ядерные полигоны в Семипалатинске и на Новой Земле – это ведь только часть архипелага ракетно-ядерной программы СССР. Старты баллистических ракет осуществлялись из Капустина-Яра, с Байконура, из Плесецка, из Нёнокса. Оценка точности их применения на полигонах Кура на Камчатке, Чижа на Канинском полуострове, в Ненецкой автономной области и Сарашаган в Казахстане. Сначала все эти испытания шли в режиме полнейшей секретности. Требовались максимальные усилия для того, чтобы добиться реального паритета по стратегическим наступательным вооружениям и средствам их доставки. Как только арсеналы можно было уже сравнивать, испытания стали, наоборот, максимально гласными, освещавшимися в нашей тогдашней прессе. И это стало еще одним ушатом холодной воды на кипящей традиционной, многовековой ненавистью к России головы европейцев, да и американцев. Рост ВВП этих стран за счет массового строительства индивидуальных бомбоубежищ, бункеров, за счет производства консервированного питания, за счет противогазов и седативных медикаментов – прекрасный этап нашего с Европой и Штатами сожительства. Можно сколько угодно разговаривать о взаимовыгодном сотрудничестве, об уважительном отношении, о развитии культурных, спортивных, каких угодно еще связей. Но нельзя и на секунду забывать о том, что в адекватное состояние просвещенный Запад приходит только при наличии чувства страха за их собственные шкуры. Улыбки на переговорах с нами на лицах европейцев появляются только тогда, когда полным-полны надеты на них памперсы. Других вариантов нет. Было понимание того, что Европа может быть стерта в радиоактивный порошок под слоем остекленного грунта. Были и контракты на поставки советской нефти и газа на взаимовыгодных условиях со встречными поставками необходимых нам технологий и оборудования. Вот только с глубиной сокращения ядерно-ракетных программ мы явно перестарались, как и с искренним желанием запретить ядерные испытания в воздухе, в воде, на земле и под землей. Нет наглядности, просыпается укоренившееся за многие века чувство превосходства, желание доминировать, да и просто наглость. Современная Прибалтика тому пример. Миролюбие, гуманизм – это точно не про родину расизма, фашизма и нацизма. Для этих подходит только намордник с шипами и жесткий поводок. Так что да, признаюсь честно, когда Сергей Караганов первым заговорил о необходимости возобновления испытаний ядерного оружия, в моем лице он получил уважающего его сторонника. Искренне надеюсь, что анализ обстановки, который сейчас проводится Совбезом по поручению президента, закончится именно таким выводом. Ядерное и термоядерное оружие – вершина военного искусства. Ничего более смертоносного, гарантирующего уничтожение всего живого на всей планете на несколько столетий вперед, человечество в своей истории не изобретало. Относиться к этому можно по-разному. Я вот убежден, что пословица «с волками жить, по волчьи выть» мудра и удивительно точна, а потому является не только нашей традиционной ценностью, но и руководством к действию. Но геоэнергетика – это ведь не про военные стратегии с тактикой. Потому все только что сказанное предлагаю считать своего рода вступлением для создания общего фона. А подробно хочется поговорить несколько об ином. Покорение тайны уранового ядра, открытие и наработка плутония, подчинение своим требованиям законов физики ядра, квантовой физики, физики элементарных частиц – это не только вехи создания ядерного и термоядерного оружия. Это еще и целая россыпь удивительных открытий, блистательных догадок, изящных конструкторских и инженерных решений сложнейших задач. Далеко не все из этих изобретений используются только людьми в погонах. Мы ведь знаем, что атомная энергетика выросла за счет огромной работы ученых, разрабатывавших наш с вами ядерный щит. Хочется показать, как именно это происходило, как военные нужды стимулировали развитие мирного применения тайн атомных ядер в энергетике, в медицине, а теперь уже и в сельском хозяйстве.
как атом применяют не для убийства, а для избавления от тяжелейших недугов. И не только об этом, а еще и о том, как военная спешка создавала проблемы, которые все еще не решены. Но даже поиск вариантов возможных решений дает новые знания, которые идут нам с вами на пользу. Мне кажется, что это весьма занимательно, интересно и местами даже поучительно. А заодно дает повод вспомнить имена тех, кто стоял у истоков. Было ведь более полувека, когда имена действительно великих ученых и изобретателей были строго засекречены, а их жизнь и труд стоят того, чтобы мы о них помнили. А то как-то несправедливо ведь получается. Они подарили нам возможность жить без страха перед Третьей мировой войной, а мы позволяем себе о них не помнить и даже не знать. Конечно, физики в этой истории будет много, но я традиционно буду изо всех сил стараться уходить от формул и искать какие-то аналоги из привычного нам мира, в котором мы имеем дело с куда как более крупными вещами, чем атомы с элементарными частицами. И соотносить хоть как-то поведение предметов вокруг нас с тем, как ведут себя эти мельчайшие кирпичики мироздания. Разглядеть протоны с нейтронами даже в самом современном микроскопе практически невозможно. Поведение этих частиц далеко не всегда очевидно. В мире элементарных частиц невозможно предсказать их поведение с абсолютной точностью. Оно всегда носит вероятностный характер. Столько-то процентов на то, что свободный нейтрон попадет в нужное нам ядро, столько-то процентов на то, что от удара он просто отскочит в сторону, столько-то процентов на то, что сумеет протиснуться внутрь и вызовет какие-то изменения в самом ядре. Ядерная физика, по большому счету, всегда оперирует числами просто огромными, которые вообразить не так просто. Раз уж в основном речь будет идти об атомах урана, я на всякий случай напомню, что в 1 грамме этого замечательного химического вещества содержится 2,53 умножить на 10 в 21 степени штук атомов. Пишем на листочке число 253, добавляем 19 ноликов. Я даже не припомню, как такие числа называются-то. Миллиард – это 9 нулей, миллиард миллиардов – 18 нулей. То есть, получается что-то вроде 10 миллиардов миллиардов. В каждом атоме урана 92 протона и 140 с чем-то нейтронов, поведение которых нужно каким-то образом предсказать. Да еще и научиться этим поведением управлять по своему хотению и товарища генерала велению. Или господина электрика желанию. Так что приводить всю математику с ее вероятностными величинами – это уже в университет на физфак. А еще лучше в лекционные залы МИФИ, куда я сразу и предлагаю прогуляться всем, имеющим претензии по этому поводу. С физикой попроще. Тут достаточно просто вспомнить совсем уж базовые вещи, за которые когда-то все мы в школе всякие разные отметки получали. Я сейчас речитативом, поскольку очень надеюсь, что сегодняшняя передача будет только началом серии. В это начало базовые вещи и заскладируем. Ядро любого атома – это тот или иной комплект нейтронов и протонов. Про них нужно помнить, что они практически совпадают по свободной массе, но у нейтрона электрического заряда нет, а у протона он равен плюс единице. Единица – это для удобства, чтобы не пользоваться всякий раз единицами измерениями, принятые в системе интернациональ, и не сходить из-за этого с ума. В системе интернациональ заряд измеряется в кулонах. Заряд протона – это 1,6 умножить на 10 в минус 19 степени кулона. Опять не знаю, какое название таким числам придумали математики. 0, запятая, еще 17 нулей, и в конце вот эти единицы с шестеркой. Физики-атомщики придерживаются точно такого же мнения. Математикам математиково, а для нас электрический заряд протона – единица. Да и все тут. Так вот, самая простая модель атома – подобие Солнечной системы. В центре очень тяжелое ядро из протонов и нейтронов. На орбитах, которые физики называют орбиталями, чтобы не забывать о том, что речь идет об элементарных частицах, электроны. С электрическими зарядами все просто. Он у электрона для ядерных физиков минус единица. Количество электронов на орбиталях в обычных случаях совпадает с количеством протонов в ядре атома, вокруг которого этот электрон болтается. Плюс на минус – это 0. Потому нас током не бьет, даже когда мы в детстве конфеты из шкафов таскаем. Что касается масс покоя протонов, нейтронов и электронов, то я сразу предлагаю не обращать на них особого внимания без надобности. Достаточно вспомнить о том, что масса покоя электрона в 1856 раз меньше массы покоя нейтрона или протона. Потому боровскую модель атома часто и называют планетарной. Масса планет в нашей Солнечной системе по отношению к самому Солнцу тоже пренебрежимо малы. Что еще такого важного сказать? Электрон не улетает прочь со своей орбитали, хотя и вращается на ней с большой скоростью, поскольку разноименные электрические заряды притягиваются. Электрическое притяжение протонов ядра не дает этой мелюзге никуда смыться. С одноименно заряженными протонами в ядре все несколько сложнее. По идее, они должны бы разлетаться в разные стороны из-за отталкивания, но они как-то находят общий язык.
Физики – это не химики, названия у них звучат куда как проще. Взаимодействие, из-за которого протоны остаются в составе ядра, называют сильным. Основное его свойство – короткодействие. Как только расстояние между протонами становится больше определенной величины, сильное взаимодействие прекращается, будто выключателем щелкнули. И, разумеется, в действие вступают силы электрического отталкивания. Протоны действительно стремятся удалиться друг от друга. И еще одна важная особенность атомной и ядерной физики, не описанная ни в одном учебнике. Большинство физиков-ядерщиков – мужчины, так как сложилось. Мужчина – это, как известно, случайно выживший мальчик. А то, что любой мальчишка норовит разобрать любимую машинку на запчасти – общеизвестный факт. Ровно так же мужчины ведут себя и будущие атомными физиками. Ух ты, атом, а давай разберем. Оба-на, ядро и электрончики. Электроны не разбираются, обидно. А давай ядро разберем. Крепкое? А давай чем-нибудь по нему треснем как следует. Глядишь, оно и развалится. Я только что изложил основной характер исследований атомов и их ядер. Треснуть по ним чем-нибудь как следует и посмотреть, что получится. Разогнать частицу в ускорителе и бахнуть. Заставить свободные нейтроны метаться в активной зоне реактора, тогда они точно хряснут по какому-нибудь ядру. А мы посмотрим, что получится. Еще одна особенность атомной и ядерной физики. В большинстве случаев разбираться с тем, что получилось после того, как мужчины бумкнули и хряснули, приходилось и приходится физикам-женщинам. Это ведь сотни наблюдений и измерений. Это головой думать надо. Мужчины постоят, посмотрят на это занятие, заскучают и потихоньку проскальзывают за дверь теоретического отдела обратно в лабораторию. Чтобы пока женщины заняты... Что? Правильно. Еще разок-другой сотый, бумкнуть и хряснуть. Но к рассказу об экспериментах Отто Гана и невероятно красивом объяснении их результатов, сделанном Лизой Мейтнер, мы вернемся чуть позже. Сегодня стоит пару слов сказать о радиоактивности. В ядре атома упакованы нейтроны и протоны. Нейтронов зачастую больше по количеству, чем протонов. Каждый нейтрон, втиснувшийся между протонами, чуточку увеличивает расстояние между этими протонами, подталкивая к критическому значению, после которого начинается электромагнитный разлет протонов. Чем больше нейтронов в составе ядра, тем больше риск, что стабильность ядра будет нарушена, состоится полный его разлет. Ядру атома такая горькая судьбинушка совершенно не нравится. Он цепляется за свою стабильность, как только может. Самый прельстительный вариант – сбросить лишнее напряжение в компании протонов и нейтронов за счет выброса этой дурной энергии, что некоторые ядра и делают, испуская квант энергии, гамма-частицу. Мы-то, конечно, толком про причины такой напряженности ничего не знаем, мы просто фиксируем – состоялось гамма-излучение. В результате ядро просто стало стабильнее. Менее приятный вариант – пожертвовать малым, чтобы сохранить большее. Есть такие ядра, которые способны вытолкнуть прочь из своего состава целый квартет – 2 протона и 2 нейтрона. Остальным после этого становится поспокойнее, и ядро, хоть и становится уже ядром другого химического элемента, снова становится более стабильным. Это у нас уже альфа-излучение, наименее опасное из всех имеющихся, поскольку защититься от него можно простым листом бумаги. Квартет в составе 2 протонов и 2 нейтронов, он толстенький. Не протиснуться ему даже через вот такое простое препятствие. Но есть один момент, о котором постоянно приходится помнить. Альфа-частица – это голое, лишенное всех электронов ядро гелия. А гелий – это газ. И в случае альфа-радиоактивных ядер в составе ядерного топлива физики вынуждены бороться с неприятным явлением. Таблетки топлива в самом буквальном смысле слова распухают из-за образовавшегося внутри них газа. Но самое сложное объяснение получается при описании 2 вариантов бета-распада. Минус бета-распада и плюс бета-распада, поскольку это явно связано с психической неуравновешенностью нейтрона и протона. Нейтрон в ядре скучает, электроны на орбиталях ему не подчиняются, протоны какие-то вокруг толкаются, а ты сиди и ничего не делай. Из-за такой вот душевной тоски нейтрон время от времени сходит с ума и превращается в протон. Вот ни с того ни с сего, бац, и готово. Но при таком превращении заряд ядра увеличивается на плюс единицу. Протон ведь положительно заряжен. Квантовая физика требует сохранения электрического заряда. И потому одновременно с превращением нейтрона в протон в ядре образуется еще отрицательно заряженный электрон. Родившись, тот обнаруживает себя в компании каких-то невероятных монстров, весящих в 1000 раз больше, чем он. Электрон дает дёру, вылетая из ядра. Вылетел, а тут компания электронов-старожилов, которые такому гостю на своих орбиталях совсем не рады. И за счет своего отрицательного заряда выгоняют пришельца уже из состава атома. Ну, а физики фиксируют, приключился бета-минус распад ядра. Минус, поскольку электрон отрицательно заряжен. Но это не все, что происходит внутри сумасшедшего дома, который мы называем ядром атома.
Там еще и с поведением протонов порой беда случается. Ему, в отличие от нейтрона, постоянно приходится трудиться. Электроны на орбиталях удерживай. От электрических толчков соседей протонов уворачивайся. И так 24 часа в сутки без выходных и праздников. А рядом заразительный пример нейтрона, которому вся эта толкотня глубоко по барабану. И протон, дабы отдохнуть от трудов праведных, способен превратиться в нейтрон. Так бывает. В этом случае электрический заряд ядра становится отрицательным. Переродившийся протон унес свою плюс единицу. Но заряд должен сохраняться. И в этом случае одновременно с перерождением протона в нейтрон в ядре появляется позитрон, он же антиэлектрон. Прочие свойства, как у электрона, а вот электрический заряд плюс единица. Вот у позитрона жизнь интересная, но короткая. Выбравшись за пределы ядра, он мгновенно аннигилирует, встретившись с каким-нибудь из электронов на орбиталях. Частица, античастица, все дела, все мы такие яркие вспышки в фантастических фильмах 100 раз видели. Ну, а физики фиксируют. Случился акт бета-плюс распада. Плюс, поскольку заряд у позитрона, как я уже сказал, положительный. Еще один момент. То, что при бета-распадах происходит превращение атома одного вещества в атом другого вещества. Химические связи атомов в молекулах существуют за счет взаимодействия электронов. Поведение электронов регулирует протоны в ядре. Новый протон в составе ядра при бета-минус распаде. Получаем ядро химического элемента с порядковым номером в таблице Менделеева на единицу больше. Исчез протон в ядре. Получаем ядро химического элемента с порядковым номером на единицу меньше. С точки зрения опасности для здоровья человека и любого другого живого существа, поговорим о свойствах разных типов радиоактивности еще не раз. Но не сегодня. О том, как все варианты этой самой радиоактивности усложняют жизнь физиков-ядерщиков, сегодня вот краешком зацепились. Газ, образующийся в твердом веществе, химические элементы, превращающиеся в другие химические элементы. И самое неудобное, что склонность ядер атомов к радиоактивности никак от человека не зависит. Не можем мы на него повлиять привычными нам методами. Нагреть, охладить, повысить, понизить давление или еще что-то в этом роде. Есть у ядра способность к излучению, оно рано или поздно им воспользуется. И далеко не факт, что новое ядро окажется на все 100% стабильным. Вытряхнуло ядро проще альфа-частицу, а коллектив протонов и нейтронов по этому поводу разнервничался. И вот уже появляется гамма-излучение. А уж психическое здоровье перерожденцев, нейтронов и протонов, и вовсе непредсказуемо. Сумасшествие у них может наступить в любой момент. Но, с другой стороны, этим атомная физика и интересна для ученых. Изучать и понимать свойства, характеристики атомных ядер они пытались уже в начале прошлого века. Но максимум активности случился после 1932 года, когда Джеймс Чедвик своим открытием нейтрона обеспечил понимание состава ядра. Хронологически это почти совпало с изобретением и созданием первого рабочего циклотрона Эрнестом Лоуренсом в 1931 году. Изобретением, которое принесло ему Нобелевскую премию и открыло путь к созданию уранового и плутониевого боезаряда. И, разумеется, огромным вкладом в это стала еще и великолепная с точки зрения науки идея Энрико Ферми, выдвинутая им в 1934 году. Ну, вы и сами, уважаемые зрители и слушатели, понимаете, что это уже следующая часть истории создания атомного оружия с именами, фамилиями и явками. Общий фон для размышления о том, чем, как неудивительно, полезно наличие ядерного термоядерного оружия у нас есть. Самые теоретические основы мы припомнили. Предлагаю считать, что первый шаг сделан.